Друзья, всем привет! И вот в Германии очередной скандал, связанный он с беженцами из стран Африки и Ближнего Востока, не украинскими беженцами, и этой платежной картой. И вот этот скандал еще связан с тем, что один из мэров городов, отказался у себя в муниципалитете ввести эту специальную платежную карту для беженцев, а заменил ее расчетным счетом для беженцев. Если вам эта тема интересна, смотрите, друзья, это видео до конца. Подпишитесь обязательно на канал, чтобы не пропустить новости, важную и полезную информацию и законодательные изменения, касаемые украинских беженцев, вообще беженцев в Германии и в странах Европейского Союза. Потому что этот канал я рассказываю о жизни беженцев в Европе. Мы с вами знаем, я уже неоднократно, там уже у меня больше 15 есть роликов о специальной платежной карте, которая была введена в Германии. Но украинских беженцев она не касается. То есть всех беженцев, которые проживают в Германии, но не украинцев. То есть с помощью этой карты нельзя снимать денежное пособие, которое поступает от муниципалитета на эту карту. Все полностью, а можно снять только в месяц до 50 евро, понимаете? И дальше человек, уже беженец, может рассчитываться в специальных магазинах, покупать продукты питания с помощью этой карты, одежду, средства личной гигиены и так далее. Вот вопрос, для чего это все сделалось. И специально эта карта была введена во всех федеральных землях, там несколько целей эта карта, скажем так, преследует, введение ее, вернее, первая цель, это что беженцы не могут перечислять деньги контрабандистам, почему-то так вот решили, что они вроде бы как контрабандистам эти деньги перечисляют, также родственникам за границу, и не могут, соответственно, играть в азартные игры онлайн, и между собой они не могут тратить. И, соответственно, из-за этого, как правительство федерально думало, и чиновники, что по этой причине Германия станет менее привлекательной для потенциальных просителей убежища, которые только планируют приехать в Германию. То есть, мол, они посмотрят, мы можем снять только 50 евро в месяц, нам это не интересно, поедем мы во Францию или поедем в Англию. То есть, вот такой был замысел. Но не все партии немецкие согласны и поддержали внедрение этой специальной платежной карты для просителей убежища. Партия зеленых, конечно же, против была изначально и свою позицию в этом вопросе не меняет. Представители партии зеленых приводят ряд причин, почему они против введения этой специальной платежной карты. Карта представляет собой вмешательство в автономию и свободу беженцев. Поэтому это может быть недопустимо, если платежные карты будут введены. Муниципалитетам придется столкнуться с судебными разбирательствами, которые также придется обрабатывать и которые понесут расходы, заявила представитель парламентской группы Ромина Хён. То есть реально уже есть судебные дела, которые связаны с этой платежной картой. И их очень много. Первые дела были в Мюнхене, я об этом тоже рассказывал, и появились они еще год назад, даже больше, потому что Бавария объявила первой, это было, по-моему, июнь 2024 года, они отчитались публично о том, что полностью на всей федеральной земле Баварии была введена эта специальная платежная карта. И сразу полетели иски. И смысл в чем вот этих исков, Беженка из Сомали, к примеру, просит суд, чтобы ей суд снял ограничения, чтобы она могла всю сумму снимать. Почему? Потому что она говорит, что я беженка, я бедная, значит, я хочу ребенку купить коляску бэушную, новая коляска стоит там 350-400 евро, я ее просто не могу в состоянии купить, потому что я получаю там 480 евро пособие, к примеру, или 450. Вот, я хочу купить бэушную, а бэушная стоит 200 евро, но я могу снять с платежной карты в месяц только до 50 евро. То есть за 200 евро я не могу купить коляску. А магазин, который мне продает, он эту карту не принимает. Это нарушает мои права. Адвокат подает иск, и она выигрывает суд. И таких исков уже тысячи. И эти иски, суд становится в этих исках на сторону беженцев. Понимаете?
Плюс там появились уже общественные организации, которые помогают беженцам обналичивать эти карты, там ваучеры появились и так далее. Сейчас я об этом рассказывать не буду, у меня есть об этом отдельное видео. Также, по мнению политиков, платежная карта не будет уменьшать миграцию. Это по мнению зеленых, да, политиков, к чему изначально стремилось правительство Германии. Я вам уже говорил об этих целях. И, соответственно, не сделает Германию менее привлекательной для просителей убежища. Ну, в принципе, так и есть. Почему? Потому что мы видим, что поток, в принципе, беженцев уменьшился. Ну, и речь идет о нелегальных мигрантах, да, там примерно на 30%. Но это опять же связано не с платежной картой, а связано с тем, что на сухопутных границах Германии выставила министр внутренних дел Фейза контрольно-пропускные пункты, то есть посты полицейские. И они проверяют, занимаются досмотрами. И она отчиталась, и официально уменьшилось количество вот этих вот нелегалов в Германию, да, в начале 2025 года именно из-за этих контрольно-пропускных пунктов. Но не из-за платежной карты. Про платежную карту ничего никто не говорит. Понимаете, в чем дело? Даже если пособия больше не будут выплачиваться наличными, а денежные переводы семьям или контрабандистам станут невозможными, беженцы продолжат свое путешествие, поскольку стабильность, защита от преследований или родственники, уже живущие в Германии, а также перспектива иметь возможность содержать свои семьи на родине с помощью постоянной работы по-прежнему остаются важными причинами миграции в Германию. И тут они тоже как бы можно и согласиться с их мнением, потому что если мы возьмем, например, заработную плату, которую получает гражданин Афганистана в Афганистане, там примерно, я уже снимал тоже об этом видео, я примерно приводил, там примерно в месяц, по-моему, от 50 до 80 евро в месяц средняя заработная плата гражданина Афганистана. Конечно, он хочет попасть в Германию. Какая карта платежная? Он, понятно, поживет 2-3 года, но есть же не все те, которые хотят приехать в Германию и сесть на пособие и сидеть там годами. Нет, есть же много людей, которые хотят интегрироваться и которые хотят зарабатывать. Там 2, 3, 4 тысячи евро. Ну 2 там для беженцев. 2,5 средняя заработная плата после 6 лет проживания у беженца. Сравнить 50 евро и 2,5. Конечно, он туда едет. Плюс, если там есть какие-то родственники. Ну, тут вопросов нет. Тут сложно не согласиться с позицией зеленых. Вы согласны, друзья? Вот напишите свое мнение в комментариях. Кроме этого, исследования показывают, что, немецкие исследования, что примерно 7% беженцев только отправляют наличные деньги за границу своим родственникам. Только 7% от всего количества. В общем, первые беженцы, которые появились в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, и которым имеется в виду первые, кому были выданы эти специальные платежные карты. В этой земле они были выданы начиная с 2025 года в январе. Значит, и прогнозируют, и чиновники отчитались, что во втором квартале, сейчас они выдадут полностью в крупных центрах, да, с начала второго квартала 2025 года, эта специальная платежная карта будет выдана уже и в муниципалитетах по всей федеральной земле. Вот так. То есть, да, я еще говорил, что не все федеральные земли внедрили. То есть, есть такие федеральные земли, вот как вот это, да, где еще она на 100% не везде внедрена. Однако, есть города, есть город в частности, который и муниципалитет, который против этой специальной платежной карты и который ее у себя не внедряет. Это Манхайм. Он выступает против внедрения этой специальной платежной карты, и об этом сделал официальное заявление мэр этого города. Наша платежная карта называется расчетный счет. То есть они чуть-чуть по-своему переиграли, значит, эту платежную карту. Значит, беженцы в Манхайме будут получать ежемесячные пособия банковским переводом на специальный расчетный счет. Этот расчетный счет будет привязан к дебетовой карте, и, соответственно, беженец может пойти в банк и потом с этой дебетовой карты, с этого счета, с помощью дебетовой карты снять полностью все денежные средства, которые он получит на свой расчетный счет. То есть там ограничение в 50 евро не будет действовать именно в этом городе. Эту практику город планирует и продолжать дальше. То есть она уже была введена в январе
этот специальный расчетный счет. И мэр сказал, что все, мы никакую карту вводить не будем, мы будем дальше перечислять людям деньги на этот специальный расчетный счет. Мэр Даниэль Циммерман дал понять, что в Манхайме с беженцами с самого начала будут обращаться так, как будто они находятся здесь постоянно. Муниципалитет не хочет создавать никаких препятствий для интеграции, заявил он. Он это принял не сам. То есть у него были основания это принять, такое решение, да, которое противоречит вообще программе и политике федерального правительства, я имею в виду касаемо этой специальной платежной карты, то есть он идет против, да, и принимает другое решение. Почему? Потому что общественные организации этого муниципалитета, они тоже выступили публично против, значит, введение этой специальной платежной карты по гуманитарным соображениям. Они сказали, нет, нам эта платежная карта не нужна, она там нарушает права беженца, права человека, нет, нам надо другое что-то. И мэр их прислушался к ним, к их мнению, и вот они выработали вот такое, скажем так, решение этой задачи. Кроме этого, политики этого муниципалитета тоже поддержали мэра и тоже отвергли введение платежной карты для беженцев. Вот и все. На основании государственного постановления от 2 января. Так называемого положения об отказе, которое они там коллективно и все вместе приняли. В общем, скандал. И сейчас ждут, должно правительство вот этой федеральной земли, Северный Рейн-Вестфалия, как-то отреагировать на эту ситуацию, которая происходит в этом муниципалитете. Но мэр Циммерман уже наперед заявил, что никакого, значит, влияния, которое примут руководство этой федеральной земли на вот его решение, влиять не будет. То есть он и дальше не отменит этот специальный расчетный счет и эту карту не введет. Почему? Потому что общественность против. Вот и все. То есть вот такая ситуация. То есть видите, то есть все-таки не все поддерживают двумя руками эту идею. А там я читал одного политика, который сказал, что это вообще специальная платежная карта, как он считает, он там приводит основания о том, что она вообще реально как программа, она в Германии провалится с треском. Пройдет там еще год-два и 100% она провалится. То есть она не принесет того результата, на который рассчитывало федеральное правительство вместе с Шольцем, когда ее вводили на территории Германии. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы, друзья, по этой теме? Напишите свое мнение в комментариях, пожалуйста.